Всем привет, ребята, я продолжаю играть в игру Raid, это основной аккаунт. Началось у нас слияние. Я, скорее всего, подробное видео сниму по поводу слияния, что и как, обзор героя. По поводу, нужно ли делать слияние или нет. Не знаю, короче, посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот, но посмотрим. Так, значит, что еще хочу сказать. Нужно мне забрать Сакрал отсюда. Вот, то есть слияние я буду делать в любом случае, вне зависимости, что там за герой, насколько сложное слияние и так далее, да, но слияние мне уже не понравилось, там по ряду причин, будет отдельное видео на эту тему, вот. Пока что ждем обновления КБ. Ждем обновления КБ. Нужно мне зайти сюда, здесь сделать обновление этой фигни. Нужно зайти на базар, посмотреть, что у меня здесь. 6 дней, 2 дня. 2 дня. Так, а я, кстати, эту темную осколку успею под X2 открыть. Это круто, конечно. Правда, возможно, я его без записи открою. Потому что не уверен, что получится так купить и открыть его на записи. Здесь 3 недели, 1 неделя. Сейчас постараюсь подкопить на вот эту аватарку. Мне она нравится. Ну, она прикольно выглядит. Лучше, чем там за 1000. Вот. Но посмотрим, что из этого получится. Насколько быстро я это сделаю. То есть надо подкопить так, чтобы не в ущерб основным каким-то фигням, да. То есть в приоритете скупка Войдового осколка, там, Лектома и так далее, да. То есть, условно говоря, мне надо за ближайшие 1,5 недели накопить осколков на темный осколок, но они по факту у меня уже есть, да, на Лектом, это 25 тысяч слитков, и еще там скупать по КД энергию и древний осколок, да, то есть тут у меня 2 древних осколка скупится, ну так, если навскидку прикинуть, это 1200 плюс 1200, 2400, плюс 1000, 3400, плюс 15 тысяч, 18400, плюс 25 тысяч, это... Сколько там получится-то? 40-43 тысячи, где-то так вот. 43,5 тысячи. Окей. Слитков нужно накопить за 10 дней, да? И это при условии, что это даже без покупки аватара. То есть это просто, чтобы все скупить. А если аватар нужно, но это еще надо лишнего копить там. Так что я пока что, наверное, атрибуты скупать не буду. Просто буду копить. В день я могу копить, ну, где-то 3,5 тысячи слитков, наверное. Если на 10 дней, 35 тысяч слитков. 12 уже есть, плюс еще за обновление, за обновление недели мне дадут слитки. То есть, в принципе, все окей. Так, КБ довольно-таки быстро обновился, что... Очень странно. Обычно такого не происходит. Обычно 10 минут ждешь. Так, превосходный сундук забираем. Здесь у меня Эпик Том. Щит, скорость, здоровье, защита. Неплохой щит. Оставим. Сакральчик. Это очень круто. Хотя я бы, наверное, сейчас даже Войду обрадовался. Потому что его можно под X2 открыть. Мне, к сожалению, не упал людоед. Надеялся я в некоторой степени. Либо на Легу, либо на людоед. Лег Том с адского КБ сегодня прям хорошо сыпет. Но не то, что надо. Так, скорость, здоровье, критурон, меткость. Скорость, здоровье, критурон, меткость. Ну, в принципе, оставим. Ну, из второго сундучка что у нас? Синий осколок. Эх, меткость, критурон, да? Продать. Когда ты уже вот отыграл достаточно большое количество времени и, скажем так, играешь довольно-таки стабильно, фармишь 6 КБ, у тебя, собственно, все, скажем так, незапланированные осколки, которые могут быть, они могут быть только с КБ, да, то есть так вот просто взять и где-то урвать обычно уже никак не получится, да, поэтому все вот такие осколки именно с КБ забираются, больше ниоткуда. Погнали на ультраадского босса. Нужно здесь состав поменять и ударить своим стандартным составом. Вот таким вот. Даже вот таким вот начать. Так, мне расписали пару человек по поводу таланта из ветки вот этой поддержки, там, который ХП дает. Пару человек мне написали, что это за талант, как он работает. Ну, то есть, как он влияет на КБ. То есть, смысл-то в том, что, например, у тебя есть лидер. То есть, у нас вообще стан на КБ летит в лидера. Если в лидера по каким-то причинам он лететь не может, он летит во вторую позицию. Вторая позиция у меня в данном случае это Фейн, да.
если во вторую позицию по каким-то причинам лететь не может, и летит в третью позицию и так далее, да. И, соответственно, вот этот талант, теоретически, вы можете, например, взять героя для лидерки, чтобы именно в лидерах стоял какой-то определенный герой с хорошей лидеркой, да. Но, например, вам невыгодно, чтобы в этого героя летел стан, потому что там у него скиллы какие-нибудь будут кдэшиться и так далее, блок штрафов вы не можете повесить, что-нибудь такое, да, вот, и в таком случае вы качаете этого героя через ветку поддержки, берете талант не на меткость, а на хп, и тогда стан будет лететь не в лидера, а в вторую позицию, да, как мне объяснили. Но, опять же, это будет работать только при полном хп у всей команды. Как только у одного из героев просаживается хп на 10%, то стан летит в него, да, то есть, понятное дело, что это работает чисто вот... то есть, я обычно пачки собираю из разряда, что вот, чтобы стан летел в лидера, но если вам вдруг по какой-то причине нужно, чтобы стан летел не в лидера, да, в обычных ситуациях, в стандартных ситуациях, тогда можете вот лидеру взять этот талант из ветки поддержки, да, вот этот там вот первого уровня есть два таланта, один на меткость, второй на хп. Вот берете вот этот на хп, и тогда стан будет лететь во вторую позицию. Ну и, соответственно, на вторую позицию ставите героя, в которого вам именно хотелось бы использовать как стан приемника, от которого у вас ничего, ну, не так сильно все зависит, да, вот. То есть такая вот фишка. Ну, это вот люди мне написали. Я сам не тестировал, но люди написали это. Так что моя задача была просто поделиться информацией, ту, которую я понял из комментариев людей, которые мне это написали. Я не знаю, почему это так работает. Это скорее какой-то баг. Но работает, по крайней мере. Ну, люди пишут, что работает. Да, просил я в комментариях озвучить людей по поводу характеристик стана приемнику, то есть какие характеристики поднимать, чтобы он лучше танковал стан, но никто мне толком ничего не написали. Написали только, что у Томашевского полуанкил собранный через препу, то, что там препа стоит у него в станоприемниках, и у него якобы там, я не помню там какие характеристики, но типа там с перечислением тех характеристик, которые дали, там 4400 защиты, что-то еще, по-моему, бонус защиты, что-то такое, да, и вот с такими характеристиками, типа, она танкует у него 45 ходов, да, то есть до 50-го хода не доживает. Поэтому я не знаю, конкретной инфы у меня нету по поводу того, какую характеристику. То есть я к тому, что теоретически, если идет формулировка от максимального здоровья врага, то есть, значит, теоретически поднимать здоровье смысла нету, да, то есть единственный вариант — это поднимать защиту, получается. Вот, в данном случае я не рассматриваю никакие ухищрения из разряда там щита союзников и так далее, потому что, ну, в моем случае, наверное, это... Ну, хотя в моем случае тоже есть щит союзников. Я, правда, не знаю, насколько он вечно работает, то есть всегда ли он работает или нет. Так, все нормально у меня. Может быть, она у меня поэтому так более-менее живет, потому что есть щит союзников на ней. Не знаю, в общем. Но моя тоже где-то может доживать плюс-минус до 45-го хода. Не знаю, до 45-го может и нет, но где-то до 40-го точно может доживать. 40-42 где-то вот так вот. При удачных обстоятельствах, конечно. То есть не всегда такое получается, но бывает, что доживает. Вообще, чем мне нравится сборка пачки через контратаку, тем, что здесь настолько много тонкостей. Это просто жесть какая. Вот насколько же проще собирать анкил, который ты тупо, блин, запускаешь видосик, смотришь готовые скорости, да, и собираешь по готовым скоростям. Я согласен, что с анкилом тоже может быть геморрой. Где-то что-то там в видосе недорассказали, ты что-то недопонял, ты не знаешь каких тонкостей анкила, у тебя начинает гореть жопа, потому что ты тупо не можешь собрать, у тебя анкил падает, у тебя он не живет и так далее. Всякое может быть. Что-то в игре изменили, анкил упал. Вот. Я согласен с этим, но все равно... Мне кажется, намного больше творчества вот в обычной пачке через контратаку. Ну и в конце концов, если уж говорить про творчество, да, то есть обычные пачки через скорость, в конце концов, переросли в некие пачки через, ну, вот эти так называемые 2 к 1 и так далее, да, то есть это же тоже творческий процесс, люди не сразу к этому пришли. Лично я говорил про то, что ловец крутой на КБ еще до того, как это стало неким мейнстримом, да, то есть еще до, скажем так, массового использования анкилов, я говорил о том, что вот есть ловец, он крут на КБ. Ну, теоретически.
Но в тот момент это было как бы непопулярной темой, а сейчас, посмотрите, все прям слюной истекают на эти пачки 2 к 1. Вот. Такая вот фигня получается. Пачка живет. Пачка живет. Посмотрим. Сейчас, наверное, довольно-таки крутой урон должен получиться. Про что я говорю, да? То есть у меня вот череполом отхилился всего лишь там на 30% хп при условии, что нету разлома брони. Это вот когда мне люди рассказывают о том, что у них пачка живет там под паразитом и так далее. Наверное, теоретически все же бывают пачки, которые живут, но, скажем так, это далеко не для каждой. Это прям специфическая, очень специфическая пачка должна быть. И я так предполагаю, что с очень специфическим шмотом. То есть, возможно, там все построено на принципе, что мы отказываемся от сета вампиризма, даем паразит на КБ. Вот. Но за счет сета вампиризма мы одеваем какой-то убер-шмот, который позволяет наносить кучу урона, да? Ну, то есть, чтобы вы понимали, какой убер-шмот там должен быть. Лично я смотрел одно видео с подобной пачкой. Так как я понял, там все герои одеты в сет свирепости. Вот. Ну, я не знаю, кому как, но лично я даже пару героев не смогу одеть на КБ в сет свирепости. При условии, что я играю 1,5 года в игру. Вот. Так. Оккультный воин 14, Фейн 5500, Склепа 4800, почти 5, да? Тиран 8, Череполом 3700. Сойдет. Сойдет. 36 миллионов я ударил. Ждем отката ключа и идем на 5 КБ. Вот. Так, пробежимся по турнирам, по событиям. Начались, у нас должны были начаться. Турниры точно начались, насчет событий не знаю. Наверное, тоже что-то началось. Че, серьезно, что ли? Вы серьезно? Ёпрс, это я не посмотрел, я не проверил. Вот это бред. То есть у них турнир пополнения коллекции начался на час позже, чем X2? Вы серьезно? А я тупо не проверил. Я тупо... X2 началось, я думаю, все окей, начал открытие. То есть X2 идет уже час. А турнир пополнения коллекции начался на час позже. Жесть. Не, я, конечно, понимаю, что типа я сам в этом виноват, все дела, но это просто жесть, уроды, разработчики. Я не знаю, как это еще комментировать. То есть, типа, они... Ну, лично я привык уже к тому, что... Ну, точнее как, не то, что я привык, да. Как-то обычно предполагается, что у вас начинается X2, и тут же начинается какой-то турнир или событие на пополнение коллекции, да. И ты открываешь, сразу получаешь очки. И я обычно делал как? Я обычно, типа, ждал там час-два и только потом открывался, потому что всякое бывает, у них тоже бывают косяки. Ну и вот, собственно, последнее время я забил на это, потому что, думаю, косяков не бывает, и вот он, косяк, вылез, да. То есть тот момент, когда я расслабился, когда я перестал ждать с этим временем, да, они тупо взяли и накосячили. Запустили турнир пополнения коллекции на час позже, чем началось открытие. Просто гении. Это минус куча очков из турнира пополнения коллекции. Поздравляю вас, ребята. Особенно поздравляю тех, кто умудрились, так сказать, проверить и не открылись до того, как турнир пополнения коллекции начался. Прям я за вас очень рад, что вы молодцы, но вот я не молодец. Я, к сожалению, этого не заметил. И это очень обидно, на самом деле. Баталии на арене начнут через час 8 минут. Через 8 минут начнется турнир пополнения коллекции. Тренировка героев будет завтра. Турнир Лавового рыцаря будет завтра. Слияние до свидания, потому что я не знаю, как его выполнять теперь. Я потратил все осколки. Войдовые. И как без слияния забирать... без этого турнира забирать эти награды, я не знаю. Я не знаю, ну, уроды. Одним словом, уроды. Фиг его знает, как про них еще говорить. Типа, я бы еще понял, если бы они это сделали где-то без слияния. Просто в какой-то день. Просто в какой-то день они бы так бы накосячили, да. Но то, что они это сделали в слияние, это очень бредово.
Ну, то есть, типа, они сами приучили людей к тому, что люди заходят, ничего не проверяют, просто идут, открываются, да, под X2, и потом просто забирают награды из турнира, да, из события. Они взяли и просто турнир на час позже запустили. Да, кстати, еще немножко информации. В Дискорде в своем начал скидывать скриншоты своих героев, да, то есть периодически люди спрашивают, создал я там отдельную комнату, в которой никто, кроме меня, там писать не может. Буду там скидывать, собственно, скриншоты своих героев. Пока что скинул только арбу, на это просто нужно время. Так что со временем там, скорее всего, выложу всех героев. Вот, если буду там переодевать, то, возможно, буду как-то перескидывать, да, то есть заново скидывать. Вот, героев скидываю, то есть там получается скрин героя, плюс имя героя, да, плюс шмот одетый, там видны все характеристики героя, там зеленые плюс белые, да, и видны все таланты, которые прокачаны у героя. Если какая-то более подробная информация нужна, пишите в комментариях. Но я просто не знаю, как по-другому это в одном скрине скидывать, да, то есть моя задача это все скинуть в одном скрине, но и в одном скрине вот скидывается это так, не знаю. Более подробно, наверное, не получится. Блин, ну с осколками реально прикольно, неприятно получилось, в том плане, что я действительно все время открываюсь позже, то есть на 2-3 часа позже открываюсь, потому что прекрасно понимаю, что это за разработчики, прекрасно понимаю, что это за игра. И обычно я жду там 2-3 часа, ну мало ли что там, потому что бывало зачастую такое, что они подрубают X2, а потом через час делают перезагрузку сервера. То есть такое ощущение, что из разряда, что там, типа, мы вроде как функцию, мы написали, что X2 работает, да, но на самом деле, типа, мы его не включили, и через час перезагрузили сервер, и на самом деле включили. Ну, конечно, это все из разряда конспирологических теорий, но в теории всякое бывает, да. И поэтому я обычно стараюсь X2 открывать там через 2-3 часа. А вот в этот раз у меня просто тупо было время открыться сразу. Мне там особо нечем было заняться, серию еще записывать смысла не было. Думаю, дай-ка я откроюсь. По крайней мере, перед записью серии будет там понятно, будет понятно, что делать, да? Вот. Но и вот так получилось, что бац, и так получилось, что вот такая фигня, блин. Неприятно, неприятно. Так, собственно, КБ я ударил, все нормально. Что у нас по итогу? Здесь зеленый КБ, но у меня вроде в последнее время проблем с ним нету. Вроде как. Ударил я 36, то есть мне еще там сколько? 34 миллиона надо ударить с 2 ключей, это нормально. Вполне себе возможно. Кстати, в принципе, я сегодня, может быть, но я, правда, буду тестировать без записи, но в принципе, я могу потестировать Бадрикозар, потому что я ему практически прокачал таланты. То есть, в принципе, он более-менее готов к тестам на 6 КБ. У него 803 свитка, то есть нужно еще 150, чтобы докачать последний талант. Но в целом уже можно брать. То есть мы берем вот этот, мы берем вот этот. И здесь что важнее, чтобы он лучше яды вешал или чтобы он лучше хилил. Вот, возьмем яды. Вот, а потом докачаю таланты и возьму еще вот этот яд, вот этот талант. Будет, наверное, что-то интересное. Вот, напомню, что я его... Так, у меня по скорости он... он не покрашен, меткости не хватает. Кстати, я могу позволить себе покрасить. Почему? Потому что под слияние нужна зеленая краска в основном. То есть красную я могу себе позволить потратить. Другой момент, что нет никаких событий на улучшение артефактов, да? Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, что мне интересно? Таверна. Развитие. Сколько я могу сделать? Могу сделать 21 банку. Но 21 мне не надо. Вот штук 10. Скорее всего, больше надо будет. 12. Развить. Развить. И еще там сколько не хватает? 2 штук не хватает. Да, понятное дело, что нужно будет еще это фармить, но тут ее можно будет отсюда поделать. Опять же, блин, трата денег. Деньги и так нужны. Ну ладно, разберемся, я думаю.
Рубины есть, то есть, типа, когда у тебя 4500 рубинов накоплено, почти 5000, да, ты не паришься по этому поводу, то есть ты всегда знаешь, что будет время, все можно решить в этой игре. Люди спрашивают, почему ты копишь ресурсы? Я их не коплю, их просто некуда тратить в обычные условия, да, а вот в таких условиях можно придумать, куда потратить, чтобы, например, слияние доделал, да. Так, книгами я его залил, ну, сюда, главное, залил, сюда не обязательно. Так, что нам на него нужно? На него нужно знамя без скорости. Потому что скорость у него подогнана под нужную. Скорость у него 186, больше мне не надо на него скорости. Сейчас со знаменем может быть прикол, ты типа его проточишь, да, а там в допах упадет потом скорость при проточке на 16. А есть легендарное? В легендарном уже точно не упадет, да? Есть такое знамя. Блин. Кого одевать-то? Блинский. Это 96 меткости дает. Это 78 при фулл проточке. 78. У меня сейчас 120. Плюс 78 это 200. В принципе, если я найду амулет с 30 меткости, то, в принципе, мне этого хватит. Вот, и 6-звездочной не нужно будет. Ну, просто здесь никаких рисков, здесь точно скорость не упадет. А здесь здесь на 12 скорость может упасть, на 16. На 12 еще фиг с ним, ты его снял и не используешь, да? А вот если она падает на 16, то есть ты уже потратил бабло, чтобы проточить знамя на 16, да? А толку от этого нету. Неприятно. Так. Что же быть, что же делать, как же быть, да? Давай посмотрим это на крит урон. Здесь сопротивление. Здесь защита плоская. Вот это... Ну, блин, это все 5-звездочные. Ну, хотя можно на него и 5-звездочные, наверное. Здесь меткости мало. Да, вот это поточим до 12, посмотрим. Да, я понимаю, что нету событий на проточке. Точнее, оно есть, но оно такое бесполезное для меня. То есть в нем я очки не планирую никакие забирать. Меткость один раз точнулся. Если еще один раз точнется, это будет хорошо. Ну почему ты так точишься, сволочь? Взял сопру, точнул. Ай, как это нехорошо, а? Ну, давай вот это попробуем поточить до 8. Ну, вариант на самом деле у меня только один. Это вот это знамя. Здесь потому что меткости нигде нету. Не знамя, а амулет. Можно, конечно, посмотреть еще в надетых. Ну, в надетых тут на баншу оно нужно. По сути. Хотя, теоретически, на баншу-то можно как раз и что-то похуже одеть, да? Потому что если я одену плюс-минус на нее вот это, то меткость она практически не потеряет. Что у нее там по меткости? Я, по-моему, тоже впритык собирал меткость. Хотя, с другой стороны, еще и непонятно, кому лучше, да? 238. Не, ладно, давай Бадальказару оденем. То. Все же, если рассуждать с точки зрения крит урона, да, то Банши, ну, теоретически, если так попадет, что они оба будут в команде, да, ходить на КБ, то выгоднее, чтобы у Банши было больше крит урона, чем у Бадальказара, потому что она больше урона набьет тогда. А Бадальказар просто чуть-чуть лучше хилить будет, да, но, типа, это не настолько критично. То есть хилит он все равно нормально, то есть в том плане, что... Тем более у меня же здесь нету такого, что пачка... То есть он хилить будет только себя. То есть нету здесь пачки без сета вампиризма под него специально. Я не собирал. Поэтому одеваем вот это. А здесь еще руной подточим. Так, улучшить... Чары на меткость. Ты серьезно? Давай хотя бы там, не знаю, 9 сойдет. То есть, в принципе, это уже то, что меня устраивает. То есть, уже около 150. Вот. Если еще 78 знамя туда одеть, да, то это будет у нас... Ну, чуть-чуть не хватает. Там до капа 220 с копейками будет, да. Наверное, я на этом тормознусь. Тут еще какой вариант, что сейчас знамя-то я не хочу дотачивать, вот в чем проблема. Так, а если мне посмотреть знамя на меткость, но надетые в том числе, с тыквы я снимать не хочу.
С банши мне снимать нельзя, да? То есть выгоднее всего вот это знамя. Проточить его пока что на 12, да? Ну или на 15. Да, чуть-чуть мы пока что не доберем с меткости. Но будет сколько? 200 меткости с копейками будет. Да. Суть в том, что я хочу потестировать его на зеленом КБ. То есть у меня задумка такая, что караульная кидает... Караульная кидает этот блок штрафов перед станом, перед этим... Как это называется-то? Перед штрафом скорости, да? Чтобы ни на кого штраф скорости не наложился. Вот. А Бадельказар снимает стан с героя, в которого он прилетит после стана, да? Вот главное, чтобы стан не летел в самого Бадельказара. Тогда эта старта работать не будет. Вот. Ну а так в целом он будет в качестве вот такого героя, который будет станы снимать. Потому что до этого я использовал для этих целей стального черепа, но стальной череп не играет на автобой. Этот будет играть на автобой. Кстати, точится он не очень, здоровый процент атака. И точим, наверное, до 15 уровня. То есть на 16 точить не будем, а на 15 почему бы нет. Там, конечно, самый... ну, последний уровень 16 он самый жирный. То есть, условно говоря, если у нас full проточенное знамя 78, то, условно говоря, проточив его на 15, то есть 15 уровней подняв, мы ему там дадим всего лишь там 60 меткости. И все там... Самый жирный кусок, он именно 16-м точится уровне. И с этой точки зрения, конечно, лучше дотачивать. Но, с другой стороны, лучше дождаться какого-нибудь события на проточку и потом уже под событие подточить. В общем, вышло 208 меткости. Это, конечно, маловато, но лучше столько, чем нисколько. То есть все проточил на 15, сойдет. А вот. Здесь скорость нам никак не упадет. Ее здесь нету, она не упадет, да? Здесь скорость тоже никак не упадет. Вот. Конечно, единственное, что вот руны надо доточить сюда, везде. Чтобы было побольше хп. Так, еще момент, знаешь, какой? Надо посмотреть, сколько этот персонаж имеет хп. Чем больше у него хп, тем меньше шансов, что по нему будет стан лететь. Да ты серьезно? Ты что так плохо точишь? У него урон от атаки зависит, соответственно, ему атаку точить было бы неплохо. Так. Здесь улучшить чары сопротивления. Но она, по сути, не особо нужна. 6-звездочную руну сюда никак не проточишь. Так. ХП у него 40 тысяч, 41 тысяча, да? Еще у нас на КБ ходит череполом. Просто на зеленом КБ будет лететь стан либо в него, либо в караульную, либо в череполома, да? Хотя, подожди, в него же лететь не будет, потому что, как мне сказали, что если вот этот талант взят, то в него лететь не будет стан. Ну, в теории, да. Вот, потому что на зеленом КБ стан может лететь не в лидера, а у того, у кого меньше всего хп. У караульной 38 тысяч хп, а у череполома 46, да? Ну, то есть стан в караульную будет лететь, это хорошо. Ну, обычно. Только если Бадельказар просядет на 90% хп, тогда стан будет в него лететь. Так, ладно, что у нас там по событиям? Там баталии на арене, по-моему, так и не начались. Вот турнир пополнения коллекции начался. Нет, баталии на арене тоже начались. Турнир пополнения коллекции. Завтра замок турнир Лавового рыцаря. Тренировка героев завтра. Разминочный турнир, я его завершил. Там энергия у меня лежит. Турнир пополнения коллекций. За 1150 рарка забирается, да, но... Вот если бы я, блин, открывал войды под X2, то было бы все шикарно. Я бы их тупо открыл и забрал бы все, да. Сейчас фиг там. Фиг там я что заберу здесь. Такие вот дела получаются. Ну, рарку эту я тоже не заберу. То есть, типа, 1000 зеленых открывать ради этого вообще не вариант. Так что я остаюсь без этих героев. То есть надо будет как-то без этих героев забирать это слияние. Ну, посмотрим еще. То есть осколки я не намерен открывать, чтобы вы понимали, да, дополнительно.
У меня они, конечно, есть. Там 9 сакралов есть, 83 синих. То есть спокойно могу что-нибудь подкрывать. Но смысла не вижу. То есть я думаю, что я и так заберу это все. Ну, надеюсь, по крайней мере. Конечно, теоретически мне еще за пару дней нападает еще 2-3 войда, да, я их открою, и там в теории может мне упасть один эпик и одна легендарка, да, это 750 очков, нет, больше, 650 плюс 350, 900 очков, да, и это, ну, типа там потом зелеными да открыться, но это из разряда фантастики. Это из разряда фантастики. Такие вот дела. Да, кстати, забирание из турниров и событий героев тоже дают очки в этом событии. Так что надо будет события и турниры делать как можно быстрее. Да, буду делать это за рубины, за какую-то энергию. То есть не буду из разряда, что вот турнир идет 3 дня, я растягиваю на 3 дня. Я делаю его в один день, забираю быстренько героев, чтобы в турнире в этом забрать очки. Может быть, так получится что-то сообразить. То есть, например, сейчас начнется какое-нибудь событие или турнир. Ну, например, поход на подземелье. Но там рарка забирается, да? В турнире тренировки героев может забираться эпик, но его я не сделаю за 2 дня. То есть вот завтра начнется турнир тренировок героев, я за 2 дня не сделаю. В лавовом рыцаре будет забираться только рарка, да? То есть там тоже особо ничего не заберем. Так, а баталии на арене что у нас? Рарка забирает за 280 очков, но это вообще легко. К сожалению, на за стихийную рарку нам дадут 10 очков, это вообще ни на что не повлияет. Вот. Я пойду, наверное, посражаюсь на арене, потому что надо очки зарабатывать уже там. Еще один войд будет с базара через 2 дня. Его тоже открою. Ну, теоретически там с него может что-то выпустить, да? Вот этот войдовый осколок открыть. Ну, смотри, как бы эпика я точно не заберу. Хотя, ну давайте так ради интереса прикинем, да. Если забирать сакралами. Открываю я 9 сакралов. Это минимум 2250 очков. Если там лего выпадет, то это будет 2500 очков ровно, да, чтобы забрать эпика этого. То есть сакралов мне хватит. Если открываться древними, с древнего обычная рарка падает за 10 очков. Эпик падает за 250. Ну и лего падает за 500, да? То есть с этой точки зрения у нас получается, что... Ну, предположим, мы возьмем самый жирный какой-то результат. У нас упадет 1 лего, и у нас упадет, к примеру, 5 эпиков. Вот. То получается... Ну или... Ну да, пускай 5 эпиков будет. Ладно, давай возьмем 6 для равноты счета. Это получается 2000 очков мы зарабатываем эпиками и легами. И еще у нас там будет почти 80 осколков. По 10 очков. Это еще 800, да? То есть 2800 очков можно будет забрать древними осколками, если их все открыть. Ну, это примерно. Понятное дело, что на практике это может быть меньше. Вот, но я так просто прикидываю. То есть это я рассуждаю забрать из турнира пополнения коллекции эпика этого. Но я надеюсь, что-нибудь сообразим, что-нибудь придумаем и как-то без этого обойдемся. То есть я лучше их слияю. То есть здесь же есть возможность слияния. Скорее всего, 3 эпика будут забираться из турниров, из событий. И одного там чисто слиять можно будет. То есть, ну, я так предполагаю, что это что-то в этом роде будет. Вот. Но в моем случае это будет 2 эпика, например, из событий забираться, а 2 еще буду делать слиять, да? То есть примерно такой план. Надеюсь, все будет хорошо. Еще одну победу надо сделать, чтобы этого дядьку забрать. Так, в принципе, я 6 жетонов отбил. 276 очков. Одну победу надо сделать. Так, отбил я еще пару жетончиков. Погнали, посмотрим, заберем награду из турнира. Турнир баталии на арене. Забираем эту награду, но за него дадут 10 очков только. По сути. Причем они даже не сразу засчитаются. Он, кстати, сейчас упал на почту. Должен был. Нет, не на почту, потому что... Не, на почту упал, да. Ну, пускай лежит там. Он мне не к спеху. В принципе. Так, ладно, пойду пройду большую эту роковую башню. Мне надо... На обычке я прохожу, чтобы забрать себе
Хельмута собрать. Кстати, я могу успеть Хельмута собрать теоретически. Но, правда, это войдовый эпик. Это войдовый эпик, да? Потому что мне осталось... Блин, а может быть не успею. Сколько мне на него частиц осталось? У меня 90 сегодня забираю. Завтра, послезавтра. Теоретически я могу успеть, но там получится так, что я, скорее всего, не на запись буду собирать его. Вот в чем проблема. Хотя у нас же турнир позже начался, да, можно и на запись собрать его. Ну, посмотрим, как там получится. Может, получится собрать его, все нормально. Потому что турнир у нас позже начался, соответственно, позже закончится. Вот. То есть, вроде как, возможно, я успею его собрать, и это хорошо. Еще можно попробовать собрать живоглот, например. Но у меня на живоглота вот этой нет, стрелка нету. А собирать я ее из зеленых осколков не хочу, мне лень. Так-то живоглот это еще 350 очков. То есть можно было. Но дело в том, что я в этом турнире без открытия осколков все равно не заберу эпика. Заберу только рарку, да. От рарки я так предполагаю, что особой разницы не будет. То есть я надеюсь, что у меня получится и так собрать это все дело. Ну, то есть я нацелен прям хорошо так пофармить. То есть где возможно, я буду забирать эпиков. То есть, скорее всего, у нас будет одно событие на открытие осколков и один турнир на открытие осколков. И одного эпика там будут давать, одного эпика там будут давать. Блин, а если их всего 3 будут давать? Не знаю, короче, что получится, посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще в теории забирание, вот само слияние тоже может засчитаться. То есть, к примеру, за ближайшие 2-3 дня я собираю один комплект рарок, да? И из этого комплекта рарок я собираю себе что-то, ну, собираю одного эпика этого, да, и этого эпика уже за него тоже очки мне дают. Странно, кстати, что здесь в турнире пополнения коллекции дают не войдового героя, да, не войдовую рарку, а обычную зеленую. Вот, кстати, 10 очков засчиталось. Ладно, пошел я, наверное, в башню пофармлю. Так, Хельмута я выбил. Еще 3 осколка, 93 осколка. То есть осталось мне 3 раза сходить. И Хельмут, собственно, мой. Ну, вроде как я должен успевать его забрать под это событие. Другой момент, нужен ли он мне в этом событии или нет. Или же его подсейвить до следующего события. Но, правда, там я тоже осколки открывать не буду, скорее всего. Поэтому не знаю. Не знаю, надо думать. Вот. Так, ладно, наверное, на этом я серию буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.